за них. Все. Проверка чего? Ну, тут как бы предпросмотр трансляции на ютубе есть. Надо нажать кнопочку «Начать». Вот на сам YouTube зайти и нажать «Начать». И только тогда можно будет стримить. Ну да, точно. Что-то такое помню. Мы Вот как-то вот обходили проверка. такое раньше. Ну, чё, в эфире, а мы нет? Угу. Как громко. Ух ты. О, начать. Вот на сам YouTube зайти и нажать «Начать». Как? Не только где это у меня включилось, да. простите. Все, здрасте всем. Здрасте. Продолжаем нашу партию. И мне надо сходить. Я не знаю. Возможно, у нас действительно выключились ходы одновременные. Возможно, из-за того, что меня ты переключать пытался между народностями разными. Может, из-за этого. А, я вижу, тут к нам кто-то подключался в игру. Какой-то Джуэшуэшуэй. Кто-то вступает в игру. Этот процесс может занять некоторое время. Мы можем на самом-то деле, знаете, как это лучшая объединяющая роль — это общий враг. Просто какого-то обычнера рандома заспаунить в игре и резко на него накинуться. Или начать его троллить, вот как это ходами по 20 минут, как у нас было тогда, которые вот эти вот заставили этих двух ливнуть, или кто там ливнул, не выдержав, такой, как можно ходить 20 минут? И просто подрыв такой следует за этим. Вов, я тебе скинул ссылку в Где? Дискорде. В этом. Так, ну в чате все свои. Ладно, представим, что у нас все в порядке. И первым делом я хочу попросить у Лёвы мир. Да мне в целом бы поиграть уже охота на самом деле. О, кстати, на этот раз нормально. Коня уже... Нет, не пытается компьютер у Лёвы забрать. Кого? Коня? Коня, да. Я думал, Лёва на мотоциклах перемещается. У них так с Монотохом в племени принято вроде, не? Я вроде сделал предложение. Лёва, у тебя что-нибудь высветилось? А у меня вообще типа ожидание игрока. Не знаю, кого. У меня тоже ожидание игрока. У меня. тоже. Ожидание игрока Не, Сэр ну- Холмс. Тут опять тормозит. Так, мне кажется, это то, что типа челик рандомный заходит просто. Ну там да, какой-то возможно, баг это из-за него. Мне просто я, Соединение типа, думал, установлено. Ага. Ага, да, вот он сходил, типа. Ой. Я тебе скидываю самое интересное, по моему мнению, видео на его канале. Ну вот, я Ну передал да, ход. вы- Как у всех дела? Пожалуйста, подождите. Ну, кто-то О, чудо о. света построил. Лёва, пришло предложение? О, пошло вроде. Враг наступил на Советский Союз. Наступил. Да, смешно чего. Так. Лошадки поехали на войну. На великую лошадиную войну. Ну, я заключил мир с Йоханнесбургом, и я накоплю больше военной силы, чтобы Яхасенбург. уничтожить врага. Так, это такие, в общем, копейщики. Зачем вы существуете? А строители вообще... я даже- Как это? Что это? О, Строитель. Тутуева, привет. А строители... Здорово! Всегда надо чатик открыть. Вот чатик. Привет. Так,
строители. Зачем-то я ими шел сюда, я уже не помню зачем. Так, Ой, надо вспомнить, зачем я вообще здесь существую. Наверное, чтобы вылавливать крабов, понятное дело. Чё так у меня тут все плохо с едой? Ну, потому что жрать надо поменьше. Скажи, чтобы они меньше ели у тебя это и больше занимались чем-то полезным. а Лёва в курсе, что, ну, мы ходить начали? Вот я не знаю. Да? Так, а что-то я еще хотел сделать, да? А юниты не могут плавать, да? Они придурки. Ну ладно. Могут. Ну вот я пытаюсь своего засунуть кого-то в воду, он не хочет. Смотри, если у тебя самоходство, ну, это первая там вот технология буквально, она у тебя выучена или как? Ну, кораблики у меня уже есть. А, Ну, ну наверное. так а, а, подожди, по идее, рабочие тогда точно могут лезть в Да. воду. Ну рабочим пока не надо. Ну ладно, поглядим, может получится. Если надо будет. Вроде как-то у меня только просто скаут там его прижали. И у него небольшой выбор. Или убиться толпу чуваков, или Ну смотри, вперед в эту просто сторону. у тебя очень долго ты не сможешь еще в океан выходить. Может быть, клетки океана там уже кидаются. Так что, Ну да, у меня может, галера, в она этом пока проблема. шарится в районе Южной Америки. Бесцельно. Ну да, там Совершенно. считай шельфовая зона пока что тебе доступна только. О, мы ходим, ничего себе. Предложение мира пришло? Кого-то у нас выкинуло. Рандома выкинула. Ну ладно. Я Так, а что вообще принял. надо было делать? Ну, рандом, О, потому что у он нас мир. заходил и вылетел. Круто. Да, я принял. Круто, круто. Чудеса, висячие сады. Священное место, кампус. Вроде кампус поставил. Ой, удалить ферму. Да и похер на нее, честно говоря. Значит, не так уж, наверное, нужна была эта ферма. Так, ладно, это мне не надо. Это убрать. Хм. Скода. Это я не смогу построить. Это тоже. Все, кажется, я пропустил. Он то поскрипывает хелицерами в чатике загадочно. Мгм. Ладно. Кажется, я воевал с Хатуссой. Наверное, вот это все-таки. Это и попробовать, что ли. Мгм.
В чатике Флавий случился здорово. О, Флавий. Произошел. Так, Флавий, привета. Флавий Перетто. Имя, фамилия такие. Кстати, даже что-то с итальянским привкусом получается. Так, вот. И, наконец-то, я могу переключиться на игру Станислава. И, Станислав, слушай, что здесь происходит. Тут вообще интересная ситуация у нас. Компьютерный Токугава решил удариться в исследование. Он исследовал практически вот все острова вот эти вот Юго-Восточной Азии. Мгм. При этом он Это уже интересно. исследовал только маленький кусочек Китая на востоке. Китай у нас еще не вышел к побережью. Мгм. Сейчас у меня немного игра подлагала. Меня нормально слышно? Да, Мгм. да. Да. Ладно, пока продолжу рассказ. И он, значит, поплыл еще и на север. Открыл Камчатку. О, все, лаги кончились. Причем интересно, он, видимо, сначала плыл на север, потом такой, ой, а тут у нас айсберги, что-то как-то холодно, страшно, и поплыл обратно, и, видимо, уплыл вот. Исследуется у нас военная тактика, но она ускоренная, драма и поэзия. Как раз один ход до драмы и поэзии. Ну, можем зайти в дерево технологий. О, ничего, у него почти что все ускорено. Это ж сколько он... Это он, скорее всего, наспамил великих ученых. Такое ощущение. Ну, кстати, давайте посмотрим. Не, по-моему, великих людей пока еще ни у кого не рожалось. Просто я смутно представить себе, как можно там все ускорить, в том числе военную тактику, которая вообще довольно, насколько я помню, геморройно ускоряется. Но не суть. Фиг с ним. Ну, хотя, да, нет, кто-то родил действительно, ну, возможно, даже Япония, да, великого. Кто-то родил великого инженера уже одного, великого ученого. Еще великих... Нет, что-то да, рожались тут люди великие. Ну, слушай, ты не забывай, что компы, они же те еще читеры. Ты вспомни прошлый четверг. Ага, да. Ну, короче, поиграл компьютер за Станислава и начитерил тут ему. Вот торговец есть, кстати, которого, наверное, даже черт знает куда отправлять. У нас тут Гонконг есть и Аютхая, города-государства, а Сингапур еще есть. Ну, с этими ребятами можно торговать. Единственное, ну, у нас тут есть вторая галера, это хорошо. Так, ладно, вернемся к технологиям. Военная тактика, да? Он хочет в средневековье выйти, видимо, уже. Вот он, если она будет исследована, да, как раз будет выход в средневековье. Но я не знаю, нужно ли нам это. Что в смысле? Да, по большому счету, не особо, потому что это Вот будет, получается, дисбалансно очень. это все странно, учитывая, что он не исследовал орошение, и чай до сих пор не обработан. Оригинально. Просто получается, как бы драма и поэзия, там ему еще до это самое, до античных этих самых политических институтов, вот этих вот, это нормальные, еще пилить и пилить. Так что Да, тут что-то, ну, короче, да, в некоторых местах компьютер молодец, а в некоторых очень странно себя ведет. Вот, например, он построил поселенца, тут воина, разведчика, а они все уплыть не могут с этого острова, потому что судостроение не открыто. ну да. При том, что 2 галеры построил, то есть, по идее, он его ускорил. Фиг ли он его не изучил. Да. Ну, собственно...
у нас есть еще строитель, у которого 2 заряда осталось. Тут обработана вся рыба, все киты, все крабы. Ну, кстати, он Токио поставил не как мы с тобой в репетиции, да, на шаг на запад. А вот где заспаунился, он там на этом холме скалистом и поставил. То есть Блин. чуть Что-то восточнее. Монотох никто не оценил наши попытки начать шизофазический диалог в чатике. О, тут я вижу, народ подтягивается. Борис, приветствую. Ну, болячки, да, можно сказать, что подлечил немного. Генбек, привет. Надеюсь, я правильно поставил ударение. Если имя, то правильно пойди. Вот у нас, короче, строитель стоит с тобой на железе прямо. Железо, кстати, на север от горы оказалось. Мы там Ага. ставили в репетиции с тобой этот... Кампус. да. Вот. А тут, оказывается, железо. Давай, наверное, поставим рудник. Ну да, раз уж да, он тут. безусловно. Потому что железо в дальнейшем понадобится плюс-минус дофига, ну, плюс производство только мы поднимем. Так, и, ну, наверное, нам имеет смысл либо в судостроение, либо в орошение все-таки пойти. Так, ну предлагаю в судостроение, потому что условия для ускорения выполнены. Соответственно... Ворошение? Да, нет, судостроение. А, давай. Ну Ну, да, этот услов- строитель еще успеет, да. А вот Да. тут я сказал, что он поселенца, да, построил? У тебя стоит поселенец. Да, так вот И- ради того, чтобы там второй город в Китае бубенить где-нибудь, пока китайцы сами не повыползали из строительного. Я же их знаю, они как тараканы. Китай принял нашу делегацию. Это приятно. Так, все игроки подключились, все хорошо. Так, ну я, наверное, поплаваю галерой пока еще, там, раз она у нас есть. Ну тут, скорее всего, некий максимум изучим. Потому что, насколько я помню, где-то вокруг Австралии той же, там уже считается океан. Хотя в теории, если в сторону Папуа-Новая Гвинея сдвинуться, то есть где-то больше на восток, чем на юг, то, может быть, там еще шельфовая зона будет считаться. В общем, это Новая Гвинея вроде, я тут поплавал немножечко. Ну, тут есть у нас красители. Ну, приятно, да, можно как-нибудь посела даже и сюда привезти будет. Ну, по ресурсам, в принципе, Да, есть по что там. ситуации посмотрим, что там как. А это, кажется, берег Потому что Австралии уже. Да, самое приятное, на самом деле, там в районе Нового Южного Уэльса в Австралии высадиться. Вообще милое дело. Да, мне не удалось поставить трансляцию сразу в несколько мест, как я это раньше делал, поэтому вот только так. Так, а торговец? А, торговцу некуда. Он построил торговца, а торговцу тоже некуда плыть, потому что не исследовано А. судостроение. Нет, там ему навигация по звездам вообще нужна, насколько я помню. Торговцу конкретно. Да? Да. насколько я Какой помню, да. позор. Да, слушай, ну-ка. Да, но навигация по звездам тоже ускоренная, там 3 хода всего ее исследовать. Ну, О. Исследовательские гранты, кстати, он в городе у него производство. ну так, это как только кампуса пройдет, Да, так кампус всё, сразу есть. эту штуку У нас можно есть врубать. кампус, у нас есть еще и роща, заповедник. Мгм. Ничего Блин, себе. вот роща, конечно, самое полезное, что он мог придумать. Вместо того, чтобы священное место вглубить Ну, плюс жилье, около горы. с другой около стороны. горы. Не, ну просто священное место это последнее, что от горы получает плюсики какие-то. Нам надо что-то в любом случае тут после... У нас один шаг до грантов и что-нибудь А. построить. У нас еще библиотеки нет, кстати, как вариант. Ну вот библиотеку давай тогда и ставить. Ну, у нас нет и монумента, и амбара еще. Ну, амбар, наверное, не нужен. Ну да, амбар не нужен. Ну, учитывая давай читерство. Да, давай библиотеку.
монумент потом как-нибудь поставим. Потому что, учитывая, что особо разрастаться как бы по культуре здесь плюс-минус некуда. Так. Вот так. В очередь поставил. Так, и что-то надо придумать с этими юнитами. Я, наверное, галеру вторую просто к берегу Кореи пока поставлю, чтобы обзора было побольше. Она тут прямо около Токио. Ну да, потому что, чтобы, как бы, если варвары Ну. где-то решат аванпост пихнуть, чтобы меньше проблем было. Разведчика, наверное, пока тогда просто в боевую готовность. Слушай, объясни идиоту, кстати, а боевая готовность, она что делает? Ну, Её когда как бы, кто-то к юниту подходит, вражеский А. какой-нибудь, то он пробуждается из спячки. Вот понятно. давай подумаем еще, куда посела ввести. Компьютер активно предлагает ну, где-то на Корейском полуострове ставить город. Ну, там действительно есть чай, рис, всякие олени какие-то еще. Ну, Вот. в принципе, там, если есть куда разрастаться, опять же, просто вопрос постройки районов еще, помимо всего прочего. Вот в чем дело. То есть, как бы, ну город я в Бубеню там, окей, но чай, рис это хорошо, это там будет там, довольство, еда, солений, по идее, какое-никакое производство, но именно что какое-никакое. Вот в чем проблема. Ну, я вообще по районам небольшой спец, я только знаю, что от гор, от соседства, собственно, с центром города и от... И все вроде. От соседства с другими районами даются бонусы. Ну да, причем от гор и от только кампуса и священные места получают бонус. Насколько мне помнится. Ну да. Точно. Даже промзону уже не будет. Да, промзона получает от И- рудников. Ты можешь, короче, Мгм. производство наладить с помощью торговых путей между городами своими. Не, ну это-то да, но там копейки получаются просто вот в чем проблема. Да не, кстати. Ну, если у тебя в одном городе хорошее производство, то если в него направишь из всех остальных, там, ну, может, по 4, по 3 производства даваться за торговый путь. А там уже и мельницу я- построишь, и у тебя будет как А, поиграть. ну, в принципе, да, здравая мысль. Спасибо за идею. Ну, вот. Просто я, честно говоря, вот чего я пока не смог понять, так это в плане именно соотношения количества производства и потребностей. Потому что такое ощущение, что чем чем дальше в лес, тем толще партизан. Просто. Ну, в общем, по Корейскому полуострову я могу сказать, что он, ну, такой... Весь полуостров состоит всего из 7 тайлов. И они такие идут на, ну, соответственно, север-запад. Такие, Пока дело, слава богу. да, то есть такие, ну, 2 линии тайлов. Вот так вот. Ну нормально, в принципе. Ну, там есть где развернуться одному городу, Да. точно. Будет еще один приморский город, в принципе. Нормально. Ну, давай двинем посела тогда просто поближе. Ну да. Потом, Ему когда все равно пока сможет, что тут тогда- стоять, тусить. Прачника, наверное, оставим в Токио. Ну или можно... кстати. Подожди, а он еще лучником, кстати, не может стать? Нет еще. Реально странный Катугава. Знаешь, тут у нас все еще есть поселение племенное на Хёдзю, да, этот остров северо-восточный. Ну, блин. Ну, как- Я уже, честно говоря, не берусь как-то географически. Я, знаешь, думаю, что прачника тогда с посселом объединим вместо воина, а воина отправим ожидать у моря погоды, так сказать. Ну, И в принципе, племенное поселение забирать. Ну, нам, кстати, Да, можно и туда лучше. посела, на этот остров, но это мы всегда успеем. Там, к тому же, ресурсов нет почти, только рыбина одна и все. А на корейском там есть, да. Острова — это почти гарантированно такой вариант, с которого толку почти никакого не будет. Да, конечно, грустно с торговцем получилось вообще. Ну, ладно, пусть он пока спит. Так, еще у нас есть деньги. Можно что-нибудь за деньги купить.
186 монет аж. Можно вот, кстати, библиотеку можно за деньги купить. А, ну, а сколько они стоят? 180 как раз хватает. А, Александр, привет. Стоит ли? Понимаешь, ты не забывай, воину надо платить, и прачнику надо платить. Ну, у нас 12 денег вход. Ну, мы можем не А, торопиться, ну, действительно. вот, Можно как бы, приберечь пока. Ну, да, можно, знаешь, да. строителя купить, например, когда посел переплывет, да? Ну, Что-нибудь вот именно, такое. да, пока, да, чё спешить жить Ну да, сейчас? ладно. Все, друзья, завершаем ход за Японию, наконец-то. У нас еще осталось даже 8 минут лимит. И я сразу же за Японию схожу еще раз. Так, вот, исследовалась драма и поэзия. Первой же очередью, наверное, поменяем правительство. А мы можем поменять, кстати? Да, Что у в нас? принципе, да, мы в каждый раз можем... У нас политическая философия еще не открыта. Замечательно. Ну, кстати, она ускорена. Да, типа автократия, олигархия. Давай тогда сразу возьмем, потому что как бы смысла больше значительно было. Драма и поэзия у нас исследованы. Рабочего, тогда у него один заряд остался, наверное, на чай, да, поведу. Ему 2 шага до чая, потом рано или поздно мы такие исследуем нужную технологию. Ну, кстати, знаешь, что забавно? У тебя действительно один город до сих пор. Но зато он 7 жителей прямо в нем дофига. Ну да, это получается на сколько? На 3 района хватит, по идее. Ой, блин. Нечаянно поселенца увел вместе с воином. Ну, ничего страшного, и все равно им еще ждать пока. Так. Так. Галерками поплаваем? Ну, скажем так, в принципе, да. Что там в Китае Логично. происходит, посмотрим. Ну да, потому что вдоль как бы, Юго-Восточной Азии поплавать осмысленно достаточно будет. Так, кстати. Что мы можем... Какие-нибудь сделки, может, с Китаем? У Китая есть шелк, но пока что только один. У Китая 4 города, похоже. Или 3. Пока что торговать нам нечем. Ну, можно право прохода да, максимум предложить. Но нам так, пока смысла нет, потому что да, мы переплыть не можем туда. Ну да, во-первых, переплыть не можем туда, во-вторых, пока что неизвестно, как лучше с Китаем взаимодействовать. Может быть, силовыми методами интереснее окажется. Общение. Простите, спамеры. Так. Право прохода нам не нужно, да. Так, галера, которая у нас далеко на югах. Куда мы ее отправим? Так, ну, по возможности, вот мы к Австралии как таковой подплыть можем? Или там... Ну, да, давай попробуем. Нет, тут повсюду побережье. Ну тогда раз можем, то попытаемся обплыть Австралию, посмотреть, что там есть. Давай, наверное, еще заодно отплывем Новую Гвинею. Или как она там? Просто Гвинея. Нет, если Новая Гвинея, то как бы там обплывать почти нечего. Ну, мы ее оплыли уже, получается, с востока... Нет, с запада на восток оплыли по северному берегу. Теперь можно двинуть на запад сразу и южное побережье, обследовать ее, и вот уже Австралия видна. Чудесно. Вот, хорошо. Все, теперь я могу сходить за себя. Что тут у нас происходит? А у нас происходит много всего.
мне какие-то южные петухи подчинились. Даже не знаю, ничего не делал, просто наклацал, что туда пошли какие-то чуваки, они что сделали, эти решили мне подчиниться. Говорит, мы славим тебя, мой белый господин. Вот, давай. Ну, я такой, что будет, почему нет? Славьте меня, мрази. Сказал я и согласился с их высказываниями. Лёва. Сделка. А Лёва тут? Я думаю, Лёва отпал. Кто? Я Лёве предложил право прохода, а то мои кораблики не могут проплыть. Лёва, ты тут? А, да. Право Я просто- прохода я- можем? я- Бросай. Я отхожу просто, типа, сидеть, пожрать делаю, хаваю, сижу. И вот как Я раз ход параллельно мой читаю. начинается. Ну, я не знаю, это вообще какой-то... Мы начали Лёва. все, был... А, Право прохода можем? Вправо прохода. я не очень хочу. Так ты можешь просто земли затерять, которые за мной, и все, и мне будет некуда селиться. Мгм. Это был такой намек, что Лева жаловаться бессмысленно. Даже намек, за намек на жалобы ты будешь люто репрессирован. Вот карательная машина Холмса уже как бы затачивает. этот Да, фреймер, чтобы меня больше, чем карают тебя. уже на протяжении, не знаю, 1,5 часа. Вот это третий ход за 1,5 часа, я не знаю, это ужас. Ах, мне очень жаль, Лёва. Мне очень жаль. Хтоническая философская расплата за скоротечность нашего мира, за то, что мы в куда-то торопимся такие быстрые, что нужно замедлять свое сознание. Вот. Или пырить в стену, кстати, тоже работает неплохо. У меня есть один знакомый стенолог. Вот у меня кампус 8 ходов будет строиться на +3. Если У меня подрасчитать... 6. Если подрасчитать, то, ну, к часам 12 кампус у меня построится. У меня будет кампус еще дольше строиться. На +2 всего, к тому же. Это означает, что у Холмса время по-другому течет. Попробовать, что ли? Там рендер в чатике я видел, там случился рендер, я как раз вспоминал, в какую щелочку ты забился. Вот. И почему ты не являешься почаще и поярче, как ты знаешь, таким выходом. Эффектно. Такой, опа, я рендер, и я вернулся. Откуда, неважно. Куда, неинтересно, но я здесь, да. Рендер, у-у-у. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. У нас Петр уже православие основал. Учредил. Круто. М. Ладно, черт с ним, попробую. Так, открытые границы ты мне пытаюсь не дашь, понять. да, Лев? Как нормальный америкос поклоняться золотой жабе. Но пока получается только... Кто тут у меня? Богиня празднеств. Мгм. В общем, культ нямки. Так, православие. Ну, что тут у нас? Можно перекинуться в православие даже, нет? Или нельзя? Или пока ты не знаешь синагога? Да, пока Какая ты... прелесть, мне уже нравится. Ну, ты сам не можешь перекинуться в религию, какую хочешь. Надо, чтобы тебя обратили в нее.
Ну так давайте, обращайте. И вот я лежуть просить. Ладно, я пока буду поклоняться каким-то дремучим культам. Вот, славить славить чревоугодие, беспорядочное совокупление с крабами, пока ко мне не приплывут мудрые миссионеры и не покрестят меня. Слушай, главное, чтобы мудрые миссионеры через меня не пошли. А то... Ну, это издержка прискорбная. Ну, ничего страшного, я думаю, это вы договоритесь. Хотя как в том анекдоте, чтобы дойти до меня, они должны пройти через них. Ну да. Китайцы их вряд ли пропустят. Лева, я так понял, отошел, да? Не, я здесь сижу, просто не знаю. Просто 11 минут? Не, насчет открытых границ, да, я понимаю, что медленно, мне жаль, что ну, тебя это, не знаю, расстраивает, проблема. не нравится и все такое. Но мне Вам очень просто интересно скажу, что ваша проблема очень важна. ну, получить какой-то Заказ. ответ, обратную связь по поводу, будет или не будет у нас. Я же сказал, ну, типа, нет. Ты Блин, просто да я хочешь же засерить то, что за мной. Ну как там За с мной походом? же изменения Мне нравится есть. жать на тормоз. Ну просто мне невыгодно, типа, с тобой право прохода заключать, мне некуда там за тебя проходить, там край карты, все. А тебе здесь есть куда идти, поэтому не. Мудро, окей. Так, а чё вообще, в чем вообще прикол? Там, дайте друг другу право там ходить где угодно, там трогать где угодно друг друга и все, там наслаждайтесь жизнью. Да мне просто взяли столицу снесли. Он мог право прохода со мной заключить и через столицу пройти, я бы ему разрешил. Ты видишь, что Мне- босс на тебя пытается воздействовать метафизически, он тебя потом продолжает угнетать через медлительность темпа игры. Да, я вообще не Процессом знаю, меня... боль утраты столицы. Такой, страдай. Это просто цима через реальное время. А как это, как у Саурона был этот глаз Саурона, так я буду глаз Холмса. Лева! Я озвучиваю мысли Холмса насчет тебя. Я хочу, чтобы ты страдал. Я сходил. Все не так, Ура! мама, я покакал, да? Да, вся должна Я быть слышу звук позитивная веселья. нота. Мгм. Позитивная коричневая нота. А что, висящие сады строят, да, наверное, кто-то уже? Возможно, уже кто-то Ну я там построил. что-то тыкнул. Нет, мою колесницу отсношали. И она сдохла, опроставшись. Как я понимаю, про коричневую ноту ты вспомнил с кузина рояля, да? Нет, О, это просто какая-то смехуечка, не знаю. это Это- еще, Меня в просто это еще какие-то играют наромки. люди? Там даже обновление выходит, представляешь? Нет, это Он, по-моему, фейк. Curse называется. Вообще, как я понимаю, студия, С- которая его разрабатывала, она потом сделала великолепный Enlisted, который я Да. очень люблю. Это гейджины, они, это вот Вартандр всякий. Шедевры Ну, Enlisted. вот. О, я Enlisted люблю очень, да. Я туда бабла вложил, на самом деле, довольно много. Но люблю эти самолетики, к тому же, блин. Нельзя экономить на своих радостях. Кстати, вот заметил то, что, как по мне, там идентичная физика, то есть изначально кузин рояль, получается, стал прототипом для этой игры, то есть некоторые объекты Чем стал одинаково протестантизмом? прототипом. А. Ну, продолжай. Да, я все. Типа, ну, кузин рояль прототип Enlisted, то есть... Меня очень калило, как в Кузин Рояле, вот все какие-то, не знаю, желейные, что ли. Ну, да. В этом был Это- прибор. Мне это вообще не нравилось, это прям... Так, а как строить? Это киллер фича, только она киляет саму игру, как бы. Че?
Активировать. Ладно, строители. А, наверное, я уже за них ходил. Ах, я слышу музыку. Я вот сижу, смотрю, короче, ролик тут параллельно на... ну, он час 20 идет, я уже час посмотрел. Ну, подожди, вот ты же понимаешь, что тебе надо менять стратегию, она не работает. Ты пытаешься косвенно разжалобить Холмса, описываешь свои дела и пытаешься этим экстраполировать свою Я тягу не к знаю, страданиям я от просто этого. пытаюсь Не как-то... тягу, а впечатление от страданий. Я не знаю, просто хочу как-то поговорить, хоть как-то себя развлечь. Попробуй Хоку записать. Что записать? Хоку. Это такое поехавшее японское стихосложение. Ну, в принципе, нового от них ждать не стоит. Что ты хочешь от чуваков, которые любят убиваться, эти авианосцы. Кстати, а мои авианосцы? Мои авианосцы! Ладно, надеюсь, они в этой итерации реальности не будут так делать. Ну, как сказать. Еще неизвестно, с какой где мне захочется что-то колонизировать. Я еще не решил. Ну, у меня места много, приходите все. У меня пусто здесь я и больше никого. Где? Тайга, как я говорил, медведь и прокурор. Вот и все. Так, я продолжаю плавание за японские галеры. Господи, это звучит ужасно. Ну, просто... В Австралии прекрасно, коровки пасутся. Ну, А на коровы. Корейском полуострове у нас образовался варвар. Ёлки-палки. Я тогда отправляю галеру, да, там получше изучить, Ну что да, происходит. да. Потому что, как бы, мне таких соседей не надо. Да, надо Даже посмотреть, не- может у них даже тут в лагерь. будущем. Ну, тут, Ну, кстати, там, насколько слушай, я помню, нет. в прошлый раз вот в нашу репетицию они основали аванпост буквально на перешейке на самом, между континентом и полуостровом. И самое главное, китайцы спокойно терпят так почему-то. Пошел играть в Циву, жена на 100-м ходу принесла пельмени. Прикол в том, что я не был женат до игры. О, ничего, я вовремя пришел. Угадайте, кого вы ждали? Меня? Даня, А, у меня всего один вопрос, почему Лева так долго ходит? Ого, галера Магадиша приплыла аж сюда, в Японию. Это Ма- каким таким... ну хотя вдоль континентов, в принципе. Ага. Эх, прачник немного не достает до разведчика варварского. Ну ладно. Нифига себе немного, да ему там минимум через клетку надо уметь. Знаешь, значит, было бы страшно, если бы он доставал с японских островов до корейского. Там, конечно, километров 300, но это уже называется не прачник. Ага. Это уже называется ракета класса Земля-Земля. А, так, стоп. Жмыхоград. Жмыхоград. Подумай, как я свое следующее поселение назову. О, знаешь, Вов, я, кажется, понял, почему американцы так не любят описывать Сан-Франциско. Станислав, Ну, да. я вот не знаю, куда девать эту галеру, которая вот... Ну, мы обследовали, тут варваров нет. Ну, лагеря у них нет на Корейском полуострове. Куда я сейчас плыть ей? Так и держи ее просто там, пускай она там Ага. нон-стопом стоит, чтобы и не появились гаденыши. Ну, чуть-чуть буду патрулировать тогда тут. Ну, чуть-чуть, но именно что вот там, чтобы, знаешь, так вот в рамках обозрения полуостров. Потому что будет очень обидно, если они там заспавнят Ага. аванпост. Как бы отмахаться, конечно, получится, но зачем лишние проблемы? Так. Отправь ее в самоубийственную атаку.
Так, и хожу за Норвегию теперь. Прекрасно, Вол. Я помню, что у меня Исполнение лежит- на уровне. У меня Слушай, лежит где-то в Вов, ящичке ты часом дома. Лаумера не читал никогда? Не. Не? Кит Лаумер, такой достаточно классный писатель, 60-х, где-то 70-х годов. Ты мне очень представителя одной расы напоминаешь, в одном из рассказов, который он описывал. Тоже шибко музыкальные ребята были. Ага. И Они обмазывались чем-то прикольным, да? Чё-чё? Они чем-то обмазывались прикольным? Да? Не-не, они по жизни такие были. Знаешь, разноцветные спагетти напоминали, имели склонность к звукоподражаниям и музыкальным таким вот пертурбациям различным. Нормально. А, у нас Валетта на Пиренейском полуострове, да? А, не, она Рендер палит Монотоха. во Франции южной. Да. Безжалостный рендер. А ты выдержи. А ты напряги ее. Сам знаешь, какие мускулы. А вообще это не я, это мой брат-близнец. Злой брат-близнец. Да? Забыл добавить. Да-да-да. Который, нет, не собирает мотоциклы, а разбирает мотоциклы. Да-да-да, без масла ездит. Во, именно он. Ездят без масла. Это прекрасно. Интересно, почему я везде чувствую какой-то интимный подтекст? Сие проблема. Хотя, впрочем, и нет, на самом деле. Да, это у меня лежит где-то в ящике. Не домра, как это. Лютинка такая небольшая. На ней можно было побренчать, но вспоминаешь, там строй, как на скрипке. Сразу после этого такая, делается. Лениво. Не хочется. Играть. Так, Кстати, надо... War Thunder, да, War Thunder хороший. Я тоже в него в последнее время покатываю. Но опять-таки я не люблю там высокие какие-то сборки. Я на шушпанцерах своих любимых люблю кататься там. Чтобы не выше 1Т рейтинг был. Вот это самая мякотка. Не, вот, после 6-7 идет вот самое то. Немножечко... Как по мне, 6,7 лично для меня, вот, ну, то, что надо. Ой, не туда. То есть все нормально друг Ну, друга может быть. пробивают. И танковать можно, самое главное. На минималке, на минимальных рейтингах прикол в том, что танковать как раз таки не выходит ничем, потому что ты просто весь картон тебе все что угодно пробивает. И в этом ты прелесть. Ну, конечно, они там прикольно сделали. Графоний там сейчас стал шикарный, очень красивый. Доминионы? Так я знаю, Доминионы, давно в них играю. В принципе, веселая игра. Ну, правда, конечно, на самом деле довольно задротская, я бы так сказал. Там надо вот это кучу всего. Короче, там надо думать. Вот, я не люблю это делать. Не люблю. Тык-пык. Ну, кое-что бывает там улыбает, там забавно. Описания прикольные, некоторые есть смешные вещи. Там всякие голые мужики с козлиными рогами бегут, это весело, да. Ну, ты что там занимается каннибализмом или массовыми жертвоприношениями? Кстати, Флавий отвечал Станиславу насчет того, что мерещится контекст всякий. Ну, месяц такой просто, говорит. Весна?
Мгм. Зимнее обострение, типа. Рендер смотрит, во что я играю. Да. Или ты имеешь в виду, что ты не видела, что я играю? Я уже изрядно лосатю себе. Да, впрочем, ладно. Это не так уж и важно. Ну, Доминион, да, веселая. Так там надо люто билдить. Там прямо надо понимать, против кого ты там играешь, кто против тебя и так далее. Там контрить их, там всякие резисты и прочую фигню. Опять-таки от эпохи зависит. Ну конечно, да, то, что можно там за древних русов играть, это круто, очень натурально можно играть за русов. Так что, Рендер, там не рассказал, ты, помнишь, я тебя спрашивал про такую какую-то, как в какую ты щель забился, точнее, из какой щели ты наблюдаешь за нашими деяниями. Че вообще как? Где ты там притих? Не слышно твоего бодрого курлыканья. Зима еще формально не наступила, продолжает Флавий. Ну, Ну, кому скажем несколько так, нас часов неформально засыпало черти каким количеством снега, так что Кстати, на удивление, у нас у на нас северо-западе она как-то чуть-чуть без календаря обходится. ну, у нас снег растаял, лично у меня, так сказать. То есть у меня вчера дождик шел. Это же где такая благодать-то? Урал. Как бы и холодно, и, ну, Ну, если континентальный, короче, климат. то есть в это время там минус 20 уже было, а типа сейчас не минус 20. Ну, если у нас будет минус 20, у нас половина людей просто сляжет в самых паричке с пневмонией, с нашей Другая влажностью. половина охранять будет, да? Ладно, напрашивалась шутка. Станислав, Ну да. поздравляю нас. Судостроение наше. Мы можем грузить наших юнитов на корабли теперь. Ой, грузите этих дебилов наконец-то. И выплываем в Корею. Если это еще возможно. Да, вполне. Лучники плюс маг огня, поджигающие стрелы. Ну, в общем, всю Орду отправляю на... Заодно еще, я думаю, мы разведчика отправим, да, исследовать континент. Ну да, в принципе, да. Чтобы там, если возможно, обойти как-то китайские границы, то пускай там Ну да, без посмотрят, проблем. чё как там. Ну и воина, наконец-то, это племенное поселение заберем. Мгм. Будем надеяться, они нам не подарят еще одного поселенца. Ну, кстати, чё бы и нет. Лучники эти, но я помню, когда играл за Авалон, там у меня были эти рыцари какие-то. О, а в Австралии Играли соль. У нас чувачки. много соли. Вкусные и полезные, да? Да. Вот, брать куски соли, там мазать ее чем-то и пожирать. Ну, теперь орошение, да, Станислав? Да. Безусловно. О, нам надо отправить посла куда-нибудь. У нас, кстати, один в Сингапуре. Сингапур у нас производственный город дает производство. В Аттюхае один на культуру. И один в Гонконге тоже на производство. Есть еще Могадишо на золото у нас. Ну давай в Магадиш тогда. Да, наверное. Там потому Потому что что дальше какие-то- бонусы уже, да, специфичные более идут. У нас нету плюс ни там- фабрик никаких, ничего такого. Да, да. условия выполнять надо определенные все-таки, Мгм. чтобы в дальнейшем посол посылать. Между моряком и вечностью Так, ожидаем. Валинарда написано. Че, реально, да? Да. Видимо, забыл просто завершить ход. Надо будет как выбрать технологическую. Так, математика или что? Блин. Математика. Это не слишком ли Математика для вас? скучно, фу. Да, действительно, у меня еще не все сочные кучки навоза потыканы палками. Это как бы более увлекательно, поэтому давайте инженерное дело начнем. Там котопульта нарисовано.
Так, это все фигня, фигня, фигня. Ой, у нас фигня. отвалился... Чё мне не даётся? Лёва отвалился Откуда? из игры. Лева. Вол, подожди. Да, Иди к нему. мне... Да не, мне нормально, всем просто идти надо. А, Давайте, спасибо за игру. а подожди, а мы тогда Всегда, все тогда пожалуйста. все заканчиваем или что? В смысле, почему? Да играйте, чё, мне вообще пофиг. Ну Да ладно. потом присоединитесь еще. Да, Мне не жалко будет. Ну, если будет за кого. Там один городок какой-нибудь оставь. ну хорошо. Спасибо. Спасибо. Давайте, удачи. Все, давай. Давай. Бедный Лёва, конечно, Эх. делает жизнь в лице Холмса. Просто взяла и зарепрессировала на ровном месте. Вроде я ничего не делал, как бы это само собой получается. Мгм, мгм. Автоугнетение, это нормально? Полезный навык. А поигрывая в разные работы, Темпоральный потом дискомфорт. сфера. Ну да. М, Работы немного, это хорошо, работать много не надо. Вот это вот вредно. Так. Компьютер, искусственный интеллект. Станислав нам советует ставить на ну, севере, получается, Корейского полуострова город. Прям на северо-западе. Прям на самом корне, где он вот вырастает из континента. Ну, я, в общем-то, действительно... Ну, я понял, на перешейке это называется. Да, простите. Там и до лошадей дотянется, и до... Пращника. Тогда туда и втыкаем. С учетом наличия пращника отмажемся как-нибудь. Ага. Ну, осталось только довести как-то посела там до потом туда. стены и все прочее. Ну, это-то как раз относительно... Они ж в связке с пращником идут. Ну, значит, плюс-минус нормально. Ну, прачник у меня уже высадился, а посел еще в море. Они в связке с разведчиком. видимо, связка. Ага, ну, в общем, Конечно, да, можно. нормально. Конечно, можно. Кстати, Плывем. а что там у вас это... А, и да, я почитываю там по озвучке. Я так понимаю, что уже почти все готово, да, в этом для Тамриэля ребилда? Потому что, честно говоря, я уже для Архаласа, для Готики записал все свои... У меня там сколько? Почти 1000 реплик было, кстати, внезапно. Нам ускорили социальный институт «Военная традиция» в племенном поселении, Станислав. Любопытно. Ну, там еще надо кое-что озвучить мне. О, у нас, оказывается, есть Сахалин здесь. А на Сахалине меха. Я думал, Сахалина нет. Ну, слушай, с учетом их отношения к географии, тут может быть половина островов, которые достаточно мелкие, чтобы их не отмечать, и наоборот. Кстати, да, я посмотрел в списке чудес природы, Фудзиема реально нету в этой части. Ближайшее, что тут есть, это вот большой барьерный риф. В Австралии, да, он у нас? Да, и на Филиппинах там какая-то шоколадная долина, прости господи. Или как-то так. А куда? Зачем? Ладно. А может, компьютерный Фридрих Барбаросса даст мне границы открытые? Ничего себе. Че ты как нормальный викинг не хочешь поплыть в Северную Америку? Ну, так я хочу, я уже плыву потихоньку. Высадишься на святом, около в районе Святого Лаврентия и
Я вот думаю, может, все-таки повоевать с ним еще, раз Лева ушел. С Левой-то я не хотел воевать, а вот с Фридрихом Барбаросса, пожалуйста. То есть Лева придет и... То есть смысла ему приходить в следующий раз не будет. Лева не придет в Натох. Левы не будет. М. Не, ну Лева просил один город ему оставить. Оставь ему один город. Как просил, так и сделай, если так уж хочется. Ну да, просто я так понял, Лева, Те ставят свои ну, ему выборы. не понравилось с нами. Он не в восторге, скажем так. Ну, в конце концов, ему же, по идее, ничто не помешает пересесть за Россию, если что, допустим, за тоже. Ну да. И продолжать конфликтовать с тобой уже с севера. Мгм. Хм. Наверное, тут даже интересней. Я сейчас думаю, куда поселенца отправить. Такой вопрос немаловажный. Наверное, как и планировал, действительно, вот сюда поведем. Варваров там вроде бы нет. Так, а Барбаросса тогда, ну... Обвинил его, осудил. Можно еще коня потребовать у него. Ладно, не буду сильно наглеть. GGWP, приветствую. А, лучик света, да, да, приятно видеть ветеранов. Как оно? Да, значит, квадрирему я далеко не убираю. О, нормально.
Досадно. Священное место-то хотелось бы построить. Мгм. А что-то у нас все так попритихли вдруг. Ты не знаю, как обычно. Не мешаем тебе совершать великие дела по разграблению Левиной империи. Спасибо. О, лагерь варваров или что это? Новый континент, Северная Америка обнаружена. Я приплыл, вол! Ха-ха. Хм. О, кто-то подключился. Так. Как-то странно бонусы для священного места работают. +1 за соседнюю Что клетку ты с лесом. У меня, например, их 3 соседних клетки с лесом. Но в сумме почему-то +1 дается. Это за соседнюю клетку с лесом. А, То есть типа, он только одну считает клетку. если их То есть, несколько, как это бы не ты роляет, хоть- да? ты хоть в центре леса поставь, совершенно пофигу будет. Интереснее в Там горах четко ставить. прописывается, там четко прописано, где, сколько и за что. Понятно. Единственное, там, насколько я помню, есть вроде как сочетающиеся бонусы. То есть, если гора и лес будут как бы на соседних тайлах, то бога ради. Вроде как так. Ну да, что-то такое. Лес и гора. Вспоминается, да. Ладно, предположим, я хочу оставить на поселенцев карточку. Ладно, предположим так. Будем расползаться.
Ну-ка, отдай мне виноград. Чё, отдал? Чё себе? Тут должна была быть моя гениальная шутка, но я не запутался, как включить микрофон в наушниках. Я, кстати, все еще с Гильгамешем дружу. Ну это вот так вот. Ну, я думаю, это прекрасно. Звук, интересно, подлагивает. Ладно, у тебя. Угу. Ну, это из-за наших приколов, возможно, что мы тут расстримились, понимаешь? Ладно. Переключаемся на Японию. Все внимание. Так, собирались поселенцы там, с корабля высаживаться Ага. на корейский остров. Ну, он там еще долго, по идее, ползти будет до перешейка. Так что, в принципе, вперед, по идее, пращика. Угу. Но мы высадились. По крайней мере, высадились. Я вот думаю, воина может тоже отправить на континент. То что он будет Ну, там? в принципе, да. Потому что что он на островах будет валандаться? Ага. Тут от него пользы будет всяко больше на континенте. В Австралии, кстати, в пустыне много гипса еще помимо соли. Блин, чё ж здесь такая... Ты не представляешь, какая бедная Без любви Австралия... живут тысячи людей. Сама, если за нее пытаться играть. Так, навигация по звездам, да, наверное, нам нужно, чтобы торгаша Да, еще задействовать. А, Да. Потому Так, и что мы наконец-то так, можем слушай. построить улучшение плантацию. Отлично. Так, ну у нас И есть всё. библиотека построилась у нас. Ага. Что, Ну еще и всё, по силам, это может? идет строителем. Так, ну, в принципе, давай и в Австралию его тогда, наверное. Раз она О, такая... Ну, а чё? давай. Слушай, ну, гулять так гулять. О, кстати, у нас... Хотя нет, на рис не хочется. У нас священное место +3 может. За соседний район. За соседнюю клетку с горами. Вот интересно, центр города дает +2. А, это роща, то, что у нас тут. Да, Ну то есть да. соседство с другими районами дает бонусы еще. Мгм. Да, Да. нет, понимаешь, дело в том, что у японцев там вот этот бонус реконструкция Мэйдзю, оно там за соседство дает +2. А нам, слушай, нужен амбар или монумент, что-нибудь? Или Так, ну, поселенцы? монумент, в принципе, нужен. Вот. Интересно, наверное, лучше вот либо амбар, либо поселенца, потому что... Думаешь? Да. Не, просто амбар тут... У ну, нас тогда тут поселенца. перенаселение, Тогда перенаселение уже скоро будет. У нас 8 из 9 жилья занято. поселенца. То есть Тогда поселенец поселенца. отжрет у нас одного жителя. Ага. Потому что, как бы, жратвы тут дадуй, Мгм. а амбар же он еще еду скотина создает дополнительную. Так. Просто проблему это особо не решит. Галеру тогда поближе к Японии сверну.
Да, говорит, недостаточно жилья в Токио уже становится. К сожалению, попросить их меньше размножаться и больше заниматься делом невозможно. Мгм. Мгм. У нас в Австралии варвары. Так, хорошо. Сходил. Теперь за себя походить надо. Недостаточно жилья, да ладно. Ой, сколько тут варваров. Вол, у тебя пустошь хаоса тут в Канаде, похоже. Неудивительно. Слушай, ну В принципе, Канада, она как и Иран. такая. Да. Там еще от леса офигеешь очищать территорию. Мгм. Так, а Даниил с нами? А, Хорошо. Да, надо по-нормальному города назвать. По-православному, по-викингски. О, как было. Ты хочешь викингский город, назови Дублин. Ну, кстати, я как раз поселенца хочу примерно в те края вести. Отлично. Так, а Барбароссия могу уже войну объявлять? Там 5 ходов. Насколько я помню. А, через один уже могу.
А, так это надо подготовиться, значит. Пол, расскажи... понятно. Что? Смешнявку расскажи какую-нибудь. А то что-то грустно как-то. А чё Пожалуйста. грустно? В этом я не шибко силен, к сожалению. По крайней мере, не всегда. Бывают проблески, но изредка. А, то есть первые 2 часа это было изредка. Да. Так было. Я пью мало, но редко, редко, но мое мало за мое редко выпить может не каждый, так что ли? Ну, типа того, да. Эх, один дракар далеко увел. Торговый путь Вильнюс, кстати. Ладно. Хватит тупить. Пора начинать жить. Это да. Ой, военный лагерь. Тут он может обстреливать моих... Ты имеешь в виду военный лагерь, в смысле Район. район? Мгм. А, район? Не. Могут обстреливать только стены. Мгм. Ну, вроде с каких-то пор начинает обстреливать и лагерь тоже. Священное место. Горы и лес. А что мы еще можем? Кампус вяленький построить. Вяленькой. Ладно, пусть, наверное, пока так и будет. Статуя Зевса. Что-то ее негде ставить. Казармы нужны.
Да, наверное, пора ставить священное место. Чуть какие-то варвары жесткие. Сношают. Сильно. Посмотрим, может, сейчас на твоих варваров вол. Там пес как много. Даже сказал бы до хера. М. Так, что мы тут строим? Это минанки. Ишь. Это что такое? Варварский прачник. Ух. Так, переключаемся на Японию. Ну, в общем-то, план остается прежним. Ставим город здесь. Галера. Японские галеры. Патрулируем. Да. Политика есть искусство возможного, достижимо. О, поздравляю, у нас политическая философия исследована. Можем автократию или античную республику поставить. Так, ну, с учетом того, что пока что особо ни с кем воевать не надо. А, то олигархию еще. Античная республика такая самая вменяемая, Угу, по большому счету. действительно. О, кстати, у нас, оказывается, стояла карточка +2 золота от всех торговых путей все это время, которых у нас не было. Да, компьютер просто гениален. Ага. Так, ну нам надо 2 на экономические курсы. Мгм. Так, ну, точно минус 30% на производство строителей. Мгм. А, У нас есть на поселенцев, на плюс производство ко всех городах,
Строительство чудес света, бог-царь. Стоимость покупок клеток сократить еще можно. Так, ну, в принципе, я думаю, что производство во всех городах, типа Ну, универсальное, да? производство чудес света. Да, такая, да, универсальная вещь. Вот, у нас надо выбрать дипломатический курс. У нас всего две карточки. Харизматичный лидер — это плюс 2 влияния за ход к получению. Ну, типа, быстрее будут послы фармиться. Да, Либо дипломатическая лига — это первый посол, отправленный в город государства, дает двойной эффект. Вот это вот лучше. Да, наверное, его поначалу, да, лучше ставить. Мгм. И еще один любой курс надо назначить. Так, военное, там что-то было типа минус один стоили Есть, да. за войска, за вклад всем войскам. Да, вот и вот это Давай. поставь. Чтобы они вообще денег не выжрали. Ну, кстати, это нам всего на плюс 2 золота дало в казну. У нас не так уж много войск на самом деле. Ну, нет, ну на данный момент да, но как бы, знаешь, просто чтобы, понимаешь, там просто все остальное, оно либо почти никакой роли не играет, либо рассчитано чисто на древний мир и античность. Вот в чем проблема. Учитывая, что по технологиям мы там очень сильно между тем и этим. Мы там на пороге средневековья во многом стоим. Так что... Теперь надо выбрать исследование социального института. У нас ускорена только военная традиция. ну так и берем. Бонусы за атаку к флангу. Окей. 2 кампуса. Ну да, как-то. Создать религию, построить 2 кампуса, исследовать строительство надо для ускорения других. Строительство... Ну, у нас, кстати, она не ускорена. Построить водяную мельницу. Но это, в принципе, возможно в теории. Да. Теперь Да, нам в надо теории можно построить, ну, исследование выбрать какое-то. Так, слушай, давай луки исследуем. Давай, тут один ход как раз все. Ага, ну вот и отлично. Как-то он просто умудрился спросите ускорить каменную кладку, при том, что каменоломен он тут не строил. Слушай, Да, ну он ты вспомни, ученого нанимал так-то. Да, не, во-первых, во-вторых, ты вспомни, как читерил комп, умудрившись ускорить письменность без обнаружения городов государств. Причем он Ой, сделал офицер. это за буквально 1-2 хода как-то. То есть он как бы в принципе не мог успеть великого ученого получить. Так, я тут Плюс, немного великий ученый по-любому. Ну, да. поисследую местность. Тут варвары, оказывается, у нас на континенте. Вот я чуть на север ступил разведчиками. Тут варвар. Че, повоюем, может? У нас тут прачник есть еще. Ну, в принципе, прачник против варвара, он нормально, если в ближнем бою. Ну и этот разведчик, он поможет чуть-чуть, по идее. Не под дисциплиной, конечно, но вдвоем справиться. Я просто хочу еще тут разведать территорию заодно. Как бы чуть-чуть рискуем, но да ладно. Не думаю, Ну, что это понятно. сильно Ну, это плохо. интересно, как прачник умудряется. Так, сейчас тут лаги небольшие у нас. Сейчас я пережду их. Заодно проверю тут кое-что параллельно. Даниил, ты с нами? Да. Я, знаешь, заметил, что Лёва, он и в Таркове, ну, были у него проблемы, скажем так. И сейчас вот он ругается тоже. Он, знаешь, такое впечатление, что просто нетерпеливый Лёва немного. Ну да. Есть такое, да, с ним? Ну все, оставим город. Йокогама. Не будем переименовывать его в Сеул. Да.
Слушай, а Сеул в любом случае в другом месте немножко стоит, так что, ну как Ну. сильно южнее, так что хрен с ним, пускай будет портовый город. Да. Так, и Слушай, сразу я что-то предпочитаю строить исконное нужно тут. название. Окей. Я, кстати, Строителей, да? А, мы же купить можем их. Ну, в принципе, мы можем купить Ну что-то да. другое, раз у нас карточка на строителя. Он за 5 ходов построится. Ну да, так что, так, а что мы можем сейчас здесь построить, в принципе? Построить можем... Ну, давай по порядку. Ну, можно районы, но они 14 ходов каждый будет. Ну, дипломатический Ну да, квартал, это но я не знаю. Это неинтересно. Наверное, нет смысла. совершенно. Амбар, монумент. Ага. Ну и юниты всякие. Там разведчики 3 хода, Так. воины 4 хода, лучник 5 ходов. Ну и там В дальше принципе, больше. в принципе, наиболее актуально, я думаю, в данном случае поставить амбар. Наверное. И чего удивительно, купить подожди, купить амбар, в смысле, и поставить строителя, я это думаю. А, Если купить амбар. кэш, Хорошо. купить амбар, Еще не поздно исправиться. да, я что-то тупанул немножко. Покупаем А амбар. строителя именно что поставить. Да, это хорошо. Так, я надеюсь, Китай не сильно расстроится, что мы тут город воткнули. Торговать с Китаем пока что нам нечего, опять же, кроме права прохода. Так, а у нас, по идее, еще никаких возможностей торговые соглашения вроде бы заключать не должно быть. Да, мы еще маленькие все. Так, у нас исследовалось, кстати, может поторопился, кстати, прачника выводить. Сейчас бы лучник уже мог стрелять в этих воинов. Ну ладно. А как так мы на одной клетке с Китаем стоим? Разведчиками на одной и той же. А это, по идее, знаешь, такие юниты нейтральные. Я заметил, когда разведчика строил, что Хм. он вроде как не отжирает население. Ну, население отжирают только поселенцы. И военные тоже. Да Ну, не, всякие вот эти лучи. Разве? не, Мне не, казалось... ну, значит, я где-то в чем-то дурак. Такое ощущение. Ну ладно, черт с ним. Нам надо выбрать исследование. У нас все так быстро Ага. исследуется еще. Смотри, верховая езда, военная Да. тактика, каменная кладка, картография, обработка железа. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. О, картография. Во. Она будет 18 ходов. Она самая длинная, в то время как все другие там по 2, по 4 хода исследуются. Ну, слушай, давай, значит, тогда сейчас каменную кладку поставим. Там, смотри, В принципе. две гавани построить надо, чтобы картографию ускорить. Это, в принципе, мы, наверное, сможем сделать. Ну, я говорю, что тогда давай сначала каменную кладку. Я, в принципе, я даже прикинул уже, как ее можно использовать потом. Ну, у нас стены откроются, пирамиды, таран. Да, да, Верховая да. езда, там всадники, конюшни, железо. Это можно, кстати, даже... Это мечники, да. Ну, как бы... Военная тактика, пикинеры и темпломайор. Ну, это нам негде строить. Ну да, каменная кладка. Ну, Да, в Австралии у нас тут варвары разъезжают на лошадях. Так. Передал ход себе. Дружба с Петром закончилась. Ну-ка, еще раз сможем. Снова сможем подружиться, Петр? Да, смогли. Может, он не расстроится, что я город поставлю теперь? Они в среднем расстраиваются вроде как никогда город ставишь, а когда он разжираться начинает.
Не, если рядом поставил город, то они расстраиваются. Помешать ему чудо может строить еще. Ох, не знаю пока. Что этого тоже отправить сюда. Брюссель хочу я захватить. Прям мне идеально будет. Воли оставить. Брюссель захватить. О, кто-то подключился. Как раз за Барбароссу. Ну, позову человека таймерами пугают очень быстро. Угу. Ладно, что там по исследованиям? Вот у меня вообще ничего нет, не ускорено. Сушать болото, собирать бананы. Очень актуально, ага. Копать болото. Гавани. Каменоломня. Кстати, довольно актуально, действительно, если Канаду осваивать будешь. Там не то чтобы было много бананов растет, но болот там до дуры. В умеренной части. М. Ну, если на реках, то достаточное количество. Ладно, пока что я не готов еще атаковать. Или это Гренландия? Ну, сколько тут племенных поселений? Я сходил. О, у нас Ура! на Ютубе еще зрители. Привет, мэтр Скам. Это Европа, да. И у нас тут не только Европа. Так, что-то долго. Долго ход передается как-то. Вот, я думаю, возможно, из-за как раз-таки нового подключившегося к нам игрока. Ну да, в принципе, если у человека пинг высокий, то он может все затормозить. Он только закончил подключение к игре, написано сейчас. Что-то странно как-то это все. Ну вот. Вроде как сходил.
Строителя бы мне. Сейчас я на 5 секунд отойду. Мгм. Ой, как тут все плохо с производством и вообще. Город, кстати, все равно прибрежный, что приятно. Что варвары какие-то резко стали сильными, у них модельки поменялись, как будто они в другую эпоху перешли. А как в другую эпоху переходить, если, конечно, вообще возможно? Ну, просто по мере развития технологий. А ты можешь увидеть в дереве развития, если открыть дерево технологий полностью, что оно подразделяется на средневековье, там, возрождение, если листать дальше, там будут такие границы. Вот, ну, варвар, возможно, просто он исследовал технологии, которые позволяют ему там копейщиков строить, например, вместо этих гигачадов с дубинками. При Гагачаде с мечами, которые круче самых моих крутых чуваков. Ну да, он, значит, может в мечников уже. Ну, чтобы, кстати, мечников строить, нужно железо еще. Наверное, бар. После только копейщиков сначала дают. Ставить. Так, если... Ладно. А, слушай, интересно, у нас тут за Брюссель... Ой, за Брюссель говорю. За Барбароссу человек играет. И повоюем, похоже, мы еще. Да, повоюем. Интересно. О, плейбой. Атомный, товарищ атомный, привет. С отыгрышем. Ну, я пытаюсь быть аутентичным викингом, насколько это возможно. Но пока что решил не усложнять себе задачу. Так что без прямо-таки жесткого отыгрыша. О, Станислав отключился. Да? Да, из игры тебя Да. что-то выкинуло. Слушай, ну, значит, это знак. Потому что у меня уже отец пришел. Не А. буду сворачиваться. Закругляться пора. Ладно. Ну да, по-хорошему пора будем сворачиваться. Хорошо. Так что, если можешь, выключи меня. Хорошо. Ладно. А, Япония, смотри, сейчас берем и... А, нет, уже не получится. Ну, в общем, через Steam Remote Play Together мы законнектились со Станиславом, и я управлял его Японией. И, соответственно, стрим переключал тоже на Японию, когда делал ход за Станислава. С пивом в руках. Ну, это идея для косплея. Для более, действительно, еще более аутентичного отыгрыша. Вот, а так-то, ну, из наиболее реального я вот, ну, хотя бы стараюсь давать названия городам.
оригинальные. Например, здесь у нас был Ахен. Весь предыдущий стрим, который я захватывал у немцев. Теперь здесь исторично Копенгаген. И вот, кстати, пища для размышлений. Куда селиться в дальнейшем и какие названия городов давать. Поселенцев у меня уже вот есть парочка. Вот, ну да ладно. У нас пришло время закругляться, потому что Станислав игру продолжить не может, к сожалению. Вот, посидели неплохо в целом, хоть и были некоторые сложности в начале. Вот. Ну, по моим подсчетам, около 10 ходов, грубо говоря, за 2 часа. Ну, в предыдущем стриме было поуспешнее, как по мне. Ну да, я просто вынужден, видишь, ходить за 2 цивилизации. Это действительно все. Киев по-скандинавски как называли. Вот, я не в курсе. С Киев по-скандинавски. Это ж вопрос с подвохом. Я не знаю. Ну да, действительно, замедлился сильно темп игры из-за такой особенности, но... Киев, по-моему, Кёнигород назывался. О, звучит правдоподобно. Там что-то вроде лодочный город или что-то такое было. Но я точно не помню, во-первых. Во-вторых, там очень много споров, потому что список вроде городов сохранился. Типа Киева, Владимира там или чего-то подобного. Да? Еще что-то, какие-то поволжских городов. Но там проблема в том, что сопоставить одно с другим. Кёнигард правильный ответ? Не знаю, так в крузаках третьих называется Киев, наверное. Ну что ж, я думаю, мы можем этот вопрос оставить до следующего стрима. Если кто-то посмотрит это в записи. Как? Ну, а мы будем закругляться. Спасибо. Открыть Винланд. Это мы тоже оставим на следующий стрим. Ладно, спасибо тем, кто смотрел, кто, возможно, будет смотреть. Спасибо всем тем, кто был со мной, даже Леве. Забавно будет, если он присоединится снова в следующей игре, и мы тут снова такие на пороге войны. Ну, посмотрим. Пока-пока. Закругляюсь.